Добрый вечер, дорогие друзья! Я рад видеть вас на своем канале. Давайте так, чтобы надолго не затягивать, а сразу будем переходить к тому, что мы разбираем. А сегодня у нас будет на обзоре придворная карта из числа жезлов, и это у нас, это у нас будет рыцарь жезлов. Я просто сразу подготовил две карты, потому что по традиции мы будем разбирать, естественно, колоду Гюстава Дере, компания Лос Карабео, но также будем сопоставлять это в нашей привычной манере с традиционной колодой Уэйта, как той, которой, в общем-то, с которой все знакомы, которой большинство из вас пользуются как гадательным инструментом. И наша задача будет увидеть, насколько они могут друг друга не то чтобы дополнять, а как минимум не противоречить и говорить об одних и тех же персонажах, об одних и тех же архетипах, об одних и тех же событиях и всего того, что может по этой карте проигрываться. Ты решила сразу, да? Ну что ж, давайте мы тогда сразу перейдем. Не балуйся, ты что? Заходим мы в наш раздел Библия. Напоминаю, что мы идем по книгам. И заходим мы в нашего рыцаря жезлов. Так, ты будешь мне мешать, поэтому иди погуляй. Так, и давайте мы сразу заглянем такие небольшие аспекты, которые нам стоит осветить на протяжении сегодняшнего урока. В целом мы поговорим о том, кто такой рыцарь жезлов. Я не буду сейчас повторяться относительно в целом, помните, такого небольшого вступления по мастям, по стихии, как они возникли, знаки зодиака, 4 класса карт. Напоминаю, отдельно тузы, придворные карты, числовые арканы, старшие арканы, которые отвечают на вопросы кто, где, почему. Что-то еще забыл. Что, кто, где, почему. Вот. Королевская семья, вот как раз мы сейчас ее разбираем, ну и какие-то уже исторические персонажи. Поэтому давайте сразу перейдем на наш урок и будем разбирать рыцаря жезлов. Посмотрим со стороны и того небольшого описания, которое нам дал Уэйт, и в целом, что говорят, скажем так, традиционные толкователи карт Таро относительно того, как рыцарь жезлов выглядит, некий такой собирательный образ. Посмотрим, какой зодиакальный дом может соответствовать, собственно, нашему персонажу. Поговорим про историю Иоава. Я думаю, что вы уже на заглавной страничке заметили, что здесь надпись, видите, есть Иоав полководец, и речь идет как раз о нем, как о главном персонаже нашей сегодняшней карты. Что общего между Иоавом и рыцарем жезлов? Почему для нас это важно? Потому что у нас здесь изображен собирательный образ на уэйтовской карте, а у Гюстава Дере есть какой-то конкретный персонаж за этой историей, которая изображена на карте, на гравюре. Почему именно он выбран на роль рыцаря жезлов, я не смогу, конечно, залезть в голову составителей колоды из компании Лос Карабео, дабы понять истинную причину, почему они выбрали именно этого персонажа, но ребята явно знают больше, чем я, и поэтому стоит полагаться на их мнение и просто попытаться понять, почему все-таки был выбран он, этот персонаж. Заглянем с вами в искусство, есть несколько у нас картин, на которые можно было бы посмотреть. И напоследок интересное, глянем, что там нам Евгений приготовил. Пошерстим, посмотрим. Итак, давайте, чтобы сразу мы могли перескочить. Давайте вот сначала, на что я хотел бы обратить ваше внимание, собственно, саму гравюру. Вот вы ее сейчас видите у себя на экранах также. И видно, что сама по себе карта, она несколько обрезает общую целую картину. Под гравюрой есть надпись «Смерть Авессалома». И здесь, значит, есть некоторые выдержки. В конце, в скобочках, видите указание, что вторая книга Царств, 18 глава, 9 и 14 стихи. И на первый взгляд могло бы показаться, что стоит нам искать Авессалома. Авессалом, на секундочку, это сын Давида, который вполне мог бы претендовать по старшинству на его престол. И достаточно много о нем написано в Библии. Есть что рассказать и поведать по поводу его внешности, его манеры поведения.
начиная с юношеских лет, и момент, который мы затронем относительно того, когда он чуть ли не стал царем. Но если мы посмотрим не на карту, а посмотрим на саму гравюру, то обратите внимание, что вот здесь, в ветвях дерева, видно фигуру, точнее ноги в большей степени этой фигуры. И дальше, ну я-то уже знаю, что это осел, да, но я вам говорю наперед, что это осел. А, соответственно, на переднем плане и то, что у нас видно на карте, это у нас как раз не Авессалом, а это у нас Иоав, тот наш главный персонаж, характеристики которого мы будем разбирать, и будем мы смотреть, почему он так действовал, насколько это сопоставимо с рыцарем жезлов. Единственное, что сегодня я поступлю несколько иначе, и мы не будем копать глубоко от момента первых дней царствования Давида, где уже появляется Иоав, как один из братьев, их это было, по-моему, трое, которые вместе вот они служили Давиду. Поэтому, я буду вскользь об этом говорить, но прям читать, зачитывать из Библии мы этого не будем. Мы в большей степени затронем как раз то, что касается событий, изображенных на этой карте, и пойдем по пути сопоставления с зодиакальными домами и с уэйтовской картой. И я вначале, честно говоря, запутался, и я даже первое время стал искать данные, информацию об Авессаломе, совершенно не задумываясь о том, что здесь изображена смерть Авессалома, но он не является главным действующим персонажем, как может показаться на первый взгляд. И составители колоды абсолютно правильно сделали, обрезав его, вынеся его за рамки самой карты и сосредоточив внимание на другом действующем персонаже именно этой сцены. Это как раз и является Иоав. Но об этом событии будем говорить более подробно, когда будем читать историю. Давайте сразу мы с вами прыгаем не сюда, в значение. И сразу я хочу начать с зодиакального дома, прежде чем начать с чтения значения по самой карте. Понятно, что это не мое изобретение, и не я один такой, но я согласен с тем, что рыцарь жезлов – это, во-первых, огненный знак, во-вторых, это Овен. Из всех трех возможных огненных знаков – Лев, Овен и Стрелец – это будет Овен. Напоминаю, что Стрелец – это король жезлов, по моему также мнению, я с этим согласен. А вот как раз рыцарь – это больше Овен. Давайте все-таки будем читать сейчас о первом зодиакальном доме. Я пользуюсь здесь книгами и его мнением Авессалома Подводного на этот счет. Особенно это удобно и удачно в сочетании с придворными картами, потому что здесь есть конкретный персонаж, и то, как Авессалом Подводный писал книгу, он в целом не показывал, в общем, что может значить первый дом или знак зодиака Овен, а больше как бы в развитии личности, которая взаимодействует так или иначе с внешним миром, которая развивает свой внутренний мир, и как это все проявляется как для самого человека, для «я», так и для окружающего мира. Значит, первый дом включается особенно интенсивно, когда человек говорит о своих личных заслугах, умениях, качествах и вообще демонстрирует себя. Это может быть замечательно интересным и захватывающим зрелищем, если ему есть что показать и если он искренен. Тогда ему хочется подражать и брать пример во всем, поскольку яркая личность проявляется постоянно, что бы человек ни делал. То есть мы уже слышим о том, что речь идет о какой-то яркой личности, о каком-то ярком «я» в его внешнем проявлении, которое начинает проецироваться на все то, что этот человек делает. И если эта личность достаточно развита, то мало того, что наблюдать за таким человеком становится интересным и захватывающим зрелищем, так и этой личности есть что показать, чем бы человек ни занимался, что бы он ни делал. Даже если речь идет о какой-то бытовой ситуации в плане приготовления завтрака или общения с коллегами на работе утром. Напоминаю, что Авессалом Подводный разделяет уровень проработки каждого из домов на 4. Первый, самый такой слабый, где
прям могут на лицо вылазить какие-то негативные проявления этого дома. А четвертое я называю это уровень Бог, когда ты особо уже не видишь разницу между первым домом и 12-м домом. То есть что там прям идет и связь с Богом, с космосом, уровень прокачки такой, что эгоизмом вообще и не пахнет. И почему называю уровень Бог? Потому что объективно я не совсем представляю, кто может достичь такого уровня, кроме просвещенных людей среди пророков, апостолов, тот же Иисус Христос и другие подобные персонажи из нашей истории, которых мы знаем. Так вот, на первом уровне проработки первого дома человек полностью отождествляется со своей личностью, а личность не отделяет от физического тела. То есть человек, глядя на себя в зеркало, видит себя и понимает, что это он и есть. Вот это его тело, вот его руки, ноги, его замечательное лицо, его пышная кудрявая шевелюра, это все он и есть. Он понимает, что ничего другого нету. Вот его тело – это он. Здесь самосознание развито очень слабо. Человек на самом деле плохо отделил себя от окружающего мира. Он скорее скажет больно, чем у меня болит. На этом уровне человек абсолютно доверяет своему восприятию и считает, что того, чего он не видит или не ощущает, просто не существует. На этом уровне человек, как правило, наносит одну-две совершенно жестких маски. Как пример, первую для тех, кто ему подвластен, скажем так, начальник-подчиненный, а вторую для тех, кто его сильнее. То есть, когда ты в роли подчиненного, а над тобой есть вышестоящее начальство. И заметьте, как это очень легко перекликается с другими зодиакальными домами, тоже в первом уровне проработки. Вспоминаем мы с вами и 7-й дом весы, который, казалось бы, явно говорит о какой-то противоположной стороне, но насколько это сильно ощущается. В общем, на первом уровне проработки, так же, как и на последнем, да, как это ни странно, люди между собой становятся похожими. Дома, знаки зодиака становятся похожими. И здесь речь идет как раз о том, что человек склонен одевать одну-две маски, слабо он, скажем, социализирован в этом плане, то есть у него есть какая-то одна-две роли, которые он постоянно играет и отождествляет себя с этими самыми масками. На этом уровне, так это я уже прочитал, люди, например, делятся на хороших и плохих. В основном по критерию приносимой ими данному человеку пользы, либо нет. На умных и дураков, то есть на тех, кто согласен, и на всех остальных, то есть кто не согласен. И прямо действительно попахивает в этом первом уровне проработки первого дома, попахивает эгоизмом, когда человек воспринимает только я, только меня, мое, себя. И если есть кто-то более сильный, кто его подчиняет, он ему готов подчиниться, не то чтобы готов, подчиняется, да, одевает эту личину, маску. А во втором случае он разделяет просто мир точнее в обеих случаях, он разделяет мир на тех, кто с ним согласен, и на тех, кто с ним не согласен. То есть есть черное и белое, серого не существует. То есть какие-то компромиссные варианты, как мы сразу понимаем, уже договориться о чем-то с таким человеком будет крайне сложно. В психической реальности преобладают два состояния. Агрессия, блокировка. Тоже две крайности, две противоположности. Как начальник, такой прям ярко выраженный в негативном проявлении по Овну, и подчиненный, такой же, который блокировка, да, который просто закроется, замкнется, он не будет соглашаться, он просто будет молчать, терпеть, потому что так надо. Иногда под видом полной покорности и присмыкания перед превосходящей силой. То, о чем я только что сказал. Причем переключение из одного состояния в другое может происходить очень быстро, нисколько человека не смущая. Я думаю, вы все помните эти замечательные сценки из каких-то комических ситуаций, когда звонит эта лестница иерархии, звонит самый-самый высокий чин, орущим каким-то голосом, с матами, а второй сидит на втором конце провода телефона, слушает и там молча кивает гривой, да, начальник, да-да-да, либо там просто ага, и так далее. Ложит трубку, и в секунде он меняется, превращаясь в того, кто ему только что звонил. Теперь он орет на того, кто стоит ниже его по чину, званию или в какой-то низшей ступеньке иерархии
компании, где бы то ни было. В общем, вы понимаете, когда это вот по мгновению ока человек просто меняется, и неважно, наблюдают за ним люди сейчас, либо он сам сидит в кабинете, это его нисколько не смущает, и он считает абсолютно нормальным, что он может так вот переключиться. То есть вот здесь он кричит на человека, а здесь он язык в одно место засунул и молчит. Нормально. То есть это, в принципе, его восприятие этого мира. На втором уровне проработки первого дома происходит полное отделение человека от окружающего мира. Теперь он может говорить о себе, взирая на свою личность как бы со стороны. То есть здесь мы видим такой прям огромный скачок. Если до этого человек себя не отделял от окружающего мира, то здесь идет полное отделение, и он уже может посмотреть на свою личность со стороны. Человек считает, что личность, свою либо чужую, нужно формировать, но не относит это занятие к числу важнейших для себя. Как это часто у нас и бывает, во втором уровне проработки любого из домов приходит некое осознание ситуации. То есть тот человек себя как-то вел, и вел бессознательно. Он мог заблуждаться, он мог быть каким-то фанатиком, и совершенно неважно, но он был, прав и честен в своем невежестве. А здесь у человека появляется уже понимание того, что может быть как-то по-другому. Но я пока еще не готов делать это как-то по-другому. Я знаю, что так можно, но особо стараться я для этого не хочу. И делать тоже не буду. Материализуется хотя бы частично понятие внутренней работы и появляются реальные внутренние причины для самоуважения. Теперь самоутверждение в некоторой мере идет изнутри, и самооценка человека не так тотально зависит от внешних обстоятельств, как это было в начале. Когда, помним, внешний мир и сам человек, они были неотделимы, то теперь человек отделился от внешнего мира, он может смотреть на себя со стороны, и отсюда появляется желание, возможность, потребность проработки своего внутреннего какого-то мира. И, соответственно, самоуважение, самоутверждение может уже осуществляться не за счет внешних каких-то социальных факторов, либо людей, событий, а за счет и какой-то внутренней силы проявления работы над собой. Значит, вопрос о самоутверждении и самореализации по-прежнему решается на социальном уровне, то есть основным критерием служит внешнее достижение человека. Особенно социально признанные. То есть важно зрители, важна толпа, важно, чтобы кто-то похвалил, важно, чтобы было перед кем зарисоваться, чтобы было перед кем сделать что-то. Именно вот это социальное одобрение, социальная реакция и во втором доме играет важную роль, самую важную роль играет. Личные заслуги и усилия ценятся человеком в основном лишь те, которые видны его референтному кругу, а лучше всему своему народу. Все равно, даже то, что человек смог внутри себя развить, прокачать, ему недостаточно, чтобы это просто было, чтобы он только сам об этом знал. Ему непременно надо одобрение окружающих. Непременно ему надо, давайте, может так, заглянем немножко на эту карту, пограцевать лошадкой. Непременно надо, чтобы ржание лошади было слышно на десятки километров вокруг, чтобы, смотрите, какой я не зря эти доспехи начищал, я не зря такой красивый. На третьем уровне проработки первого дома человек учится видеть свою личность как поверхностный слой своего внутреннего «я». То есть мы переходим еще на следующую ступень, когда человек уже отделил себя от внешнего мира, сможет смотреть на себя со стороны, и теперь свое вот это вот «я», то, каким он является, он рассматривает лишь как поверхностный слой, как вершину айсберга, как то, над чем можно начинать работать. Не финальная стадия, не венец творения Божьего, а лишь только начало, старт пути. У него уже достаточно большой и дифференцированный внутренний мир, который развивается по своим законам и в котором человек может различными способами себя вести, чему-то радоваться, чему-то огорчаться, что-то менять, словом, жить. Это не дается бесплатно. Костное общество терпит подобные проявления с трудом и всегда предпочитает яркие личности. То есть, когда первый дом сильный, действительно оригинальным и талантливым, то есть это проработанный первый дом, и человеку суждена нелегкая борьба за одно лишь право на свое видение мира. И вот тут уже в третьем уровне, в третьей проработке первого дома появляется у нас некий конфликт, когда человек
имея возможность и способность, умение смотреть на себя со стороны, разделив отдельно мир и себя, он переходит к тому, что я, то, какой я есть, это лишь начало пути, это старт, это вершина айсберга, я могу копать глубже и развивать различные грани моей личности. У меня уже не две маски, у меня их намного больше, я могу дифференцировать свое внутреннее развитие, смотреть на это с разных точек зрения, с разных сторон. И вот тут возникает некий диссонанс, то, что общество, внешне социально, оно требует, ну как требует, оно не требует, оно скорее ждет, желает, хочет, так складывается, ярких и сильных личностей, которые могут действовать в чем-то однотипно. Ну, знаете, как вы включаете какой-то фильм, и есть такие замыленные сюжеты, когда ты можешь взять листик бумаги и сразу с незнакомыми именами, местами городов, но расписать, как будет все развиваться, потому что это некий штамп, то есть как будет действовать герой. И неважно, там он будет ехать на автомобиле, либо плыть на моторной лодке. Спасет он девушку или спасет он маленького ребенка, сути не меняет. Имеется в виду, что есть некая шаблонность. И вот когда этот самый первый дом на третьем уровне проработки отступает от этой шаблонности, вот здесь возникает внутренняя борьба, что есть ощущение того, что мир-то хочет чего-то другого, точнее, он хочет какой-то шаблонности, а у тебя появляется индивидуальность, ты можешь сделать все то же самое, но по-другому. И вот это будет извечная борьба с тем, как ты хочешь вести себя, проявить свою индивидуальность в этом первом доме, и с тем, чего от тебя ожидает этот мир. Помним, что социальное одобрение для первого дома очень важно, что на первом, что на втором уровне. На третьем уровне происходит борьба этого самого понимания, что для тебя важно одобрение окружающего мира. Условно говоря, всем и так понятно, что ты хороший, ты классный парень, ты замечательный человек. Вопрос теперь только в том, как ты эту свою замечательность будешь проявлять. Так, как одобрят все окружающие, или как-то индивидуально по-своему. Если как-то индивидуально по-своему, то у тебя внутри будет случаться постоянная борьба. А правильно ли я сделал, что я пошел этим путем? Тебе может быть не важен уже результат, потому что первому дому мы дальше будем читать, не столько важен результат, сколько процесс. То есть не что я делаю, а как я делаю. И это, кстати, очень хорошо перекликается с нашим вот этим вот выпендрежным парнем. Ну, или с этим. Значит, да, я сказал, что и человеку суждена нелегкая борьба за одно лишь право на свое видение мира. Переходим мы на 4-й уровень проработки первого дома. Здесь человек воспринимает свою личность как рабочий инструмент, предназначенный для связи внешнего и внутреннего мира, и довольно хорошо умеет этим инструментом управлять. Мы все больше и больше продвигаемся, начиная со 2-го уровня, к тому, что человек отделил себя, свое «я», свой внутренний мир, свою личность от внешнего, и чем больше он начинает прорабатывать себя, развивает разные грани личности, постоянно держа в голове, что есть внешний мир, взаимодействие с ним, он тебя должен одобрить, понять, похвалить и так далее, то есть реакция внешнего мира на твои действия, каждый раз мы все больше и больше способны вот эти вещи как бы отделить, чтобы одно на другое не влияло. И на 4-м уровне это уже мы переходим в такой как бы уровень мастерства. И здесь, кстати, вот автор пишет, что человек воспринимает свою личность как рабочий инструмент. На этом уровне проблемы социальной адаптации уже нет. Человек всегда может вести себя адекватно, и хотя внутренне будет испытывать некоторые неудобства, будет искренен и открыт в тех пределах, в которых это возможно по ситуации, что производит обычно очень сильное впечатление полной внутренней свободы и раскрепощенности. То есть человек настолько индивидуальная, яркая, харизматичная личность, когда он себя ведет, и ты смотришь на этого человека, то тебе нравится то, что он делает. Даже если он это делает как-то по-своему и индивидуально, от него может уже не исходить какой-то шаблонностью. Знаете, как в какой-то момент, когда девушкам стала доступна возможность изменять свою внешность в плане коррекции губ, бровей, скулов,
то в какой-то момент эти девушки стали все быть похожи друг на друга. Кто очень сильно увлекся данными процедурами. И вдруг в какой-то момент вот из этой всей толпы красивых девушек, давайте мы не будем говорить о том, что кто-то испортил свою внешность. Мы говорим о том, что каждая из этих девушек это идет, каждая красиво. Но если их всех расположить рядом, там 10 девушек, например, то ты начинаешь замечать, что что-то в них есть однояйцевое. Какие-то они инкубаторские, похожи. Тут выделяется какая-то другая девушка, которая тоже сделала коррекцию. Также брови, губы, там, нос, щечки, что хотите. Но это как-то по-другому сделано. И это, классно сделано. То есть ты смотришь на человека, тебе не хочется сказать «фу», и при этом ты понимаешь, что это какая-то индивидуальность, и это сделано по-своему и прикольно. Вот это и как раз, уже такой пример себе, но чтобы вы понимали, что такое 4-й уровень, когда человек способен, для чего же это делается, да? Каждый скажет, это я там для себя, или я там для своего мужа. Но в любом случае человек ждет реакции внешнего мира, в любом случае преследует какая-то в идеале принятие и адаптация с социумом. То есть, похвалить, условно говоря, сделать комплимент, одобрить, принять в свои ряды. Никто не хочет быть белой вороной, но и не хочется быть одинаковой вороной, как все. Хочется быть, хочется иметь в виду по 4-му дому, да, сделать нечто свое индивидуальное. И когда человек попадает в эту золотую серединку, вот как раз тот пример, о котором я сказал насчет девушек. Вместе с тем, его самооценка связана уже не столько с его личностью, которую он воспринимает как вспомогательный инструмент, сколько со степенью реализации своей кармической программы, а ее он в первую очередь видит как соответствующую внутреннюю работу, но не только как работу над личностью, но как необходимую трансформацию и построение внутреннего мира в целом. А Весолом Подводный любит закрутить так, чтобы можно было долго думать, а что же он хотел сказать, простыми словами. В общем, мы перешли еще к очередному уровню проработки своей личности, своего внутреннего «я». Мы уже помним, что человек давно себя отделил, он давно понял, что его личность – это лишь инструмент для работы над собой. Но здесь, как это часто и бывает в 4-м уровне проработки всех домов, воспринимается нечто божественное, воспринимается нечто потустороннее, воспринимается нечто высшее, какая-то уже кармическая программа, судьба, абсолют, как хотите, так и называйте. А Весолом Подводный об этом и пишет, что здесь воспринимается это как кармическая программа, реализация кармической программы. То есть вот эта вот своя внутренняя личность, ты уже на это смотришь на предыдущем уровне, помните, как инструмент. А здесь, мало того, это уже не инструмент, это уже как кармическая программа. То есть для того, чтобы тебе что-то улучшить в себе, проработать, достичь чего-то, прийти к чему-то. И для чего это? Значит, как необходимую трансформацию и построение внутреннего мира в целом. На этом уровне унижение, несправедливые упреки, разочарование, неудачи, непонимание, немотивированная агрессия и прочие удары по личности человек воспринимает безлично. А те редкие случаи, когда ему не удается, рассматривает как указание судьбы на слабое место, ржавчину или несмазанные сочленения в существенном инструменте своей личности, которое он тут же замечает и на месте исправляет. Давайте мы тоже расчленим это сложное предложение на несколько составляющих частей. Значит, весь негатив, который идет со стороны человека. Помните, когда вот в 1-м уровне прокачки 1-го дома человек разделяет мир на добрых и злых, хороших, тех, кто слушает, тех, кто не слушает, либо тех, кто слушает, и всех остальных. И естественно, что критика таким человеком воспринимается крайне болезненно. Он либо подчинится, то есть захлопнется в себе, закроется, либо он будет вести себя агрессивно. В 4-м уровне все вот такие какие-то внешние негативные проявления, что бы с человеком ни случалось, будь то личностного, либо безличностного характера, то есть имеется в виду, это какие-то события, которые с ним произошли, или это направленное какое-то агрессивное действие конкретного персонажа против нашего человека. Так вот, они воспринимаются им совершенно безлично, как будто бы это не к нему относится. И тут, если честно, читая об этом, совершенно не представляешь в этой роли Овна.
Скорее тут можно представить какой-то воздушный знак, такой энергетический холодный характер, который способен абсолютно закрыться от внешнего мира. Знаете, как бывают сцены в фильмах, когда кто-то кричит, и так имеется в виду на персонажа какая-то неприятная сцена, там какая-то тетка, у нее слюна брызжет изо рта, она там что-то доказывает, какие-то квитанции бросает, там что-то трясет у лица, и при этом звук режиссеры так убирают, не режиссеры, а кто занимается монтажом. Так что это где-то так фонит. И человек при этом включается, у него какая-то внутренняя своя музыка, включается свой какой-то внутренний голос, и все вроде то, что происходит, направлено на тебя, а режиссеры в фильме показали так, как будто бы это не к тебе вовсе относится. То есть человек что-то кричит, а что он кричит? Ну, и в итоге, естественно, если это крик какой-то конструктивный, может быть, человек потом и вычленит оттуда что-то важное. Но в целом мы понимаем, что в крике, в спорах, в ругане, в каком-то физическом либо ментальном насилии мало конструктива, и он редко может приводить к каким-то положительным последствиям здесь и сейчас. А вот когда у человека обладает 4-м уровнем проработки дома, то он способен даже из этого негатива, из вот этой вот бочки дегтя найти ложку меда. И даже если ему это не удается, то есть где-то человек дал слабину, да, то вот эти вот редкие случаи он воспринимает как указание судьбы, той же кармы, судьбы на слабые места, на какую-то ржавчину, либо не смазанные какие-то сочленения в его мироустройстве. И он тут же на это обращает внимание: о, мол, спасибо большое, что вы мне показали на вот эти существенные недоработки. И я имею здесь возможность подкрутить этих пару винтиков и таким образом поработать над тем, чтобы стать еще лучшим «я». В целом, либо над одним из слоев моего «я». Условно разделить два типа ситуаций первого дома. Значит, это в ситуациях первого дома происходит личное самовыражение человека, то есть раскрытие, демонстрация его личности. А в ситуациях второго типа происходит ее формирование. И тогда человек в основном молчит, но происходящее воспринимает очень глубоко, ибо оно формирует ему новые программы подсознания, именно черты личности. То есть по первому дому, если мы говорим о ситуациях, которые происходят, их можно разделить на два типа. Первый тип ситуаций – это личное самовыражение человека, то есть, условно говоря, вот, сидит два собеседника, один из них говорит, а второй молчит. Вот можно так сказать. В одном случае это будет первая ситуация, когда человек выражает что-то, а во втором случае, когда человек что-то воспринимает. И в одном, и во втором случае идет развитие. Ну, в одном случае вроде как бы очевидно на первый взгляд, да, потому что человек проявляет активную какую-то позицию действия, как по Марсу. А во втором случае, кстати, мужская такая, я бы сказал, позиция, а во втором случае он воспринимает эту информацию, но он также ее прорабатывает, и это также формирует его «я», его личность. И это уже больше по Венере. Такая в первом доме, но женская энергия проявляется. Для ситуации первого дома характерно ощущение личности и открытости. Идет трансляция внутреннего мира вовне или наоборот. Но основной акцент при этом делается на выразительные средства. То есть на то, как человек выражает себя или слушает, а не на то, что именно транслируется. Мы уже об этом говорили в начале. По первому дому важно именно то, как это все происходит, а не что. По рыцарю жезлов, особенно по вот этому нашему яркому персонажу, ну, мы потом посмотрим и по Иоаву, все выглядит так, что для человека намного важнее, как он делает, как он выглядит, как он одевается, как он слушает, как он сидит, как он это будет делать. Не так важно, как что или к чему это приведет. Вот такая интересная цитата. «Я слушал ее, весь поглощенный рассказом, лежа на левом боку на мягкой траве, слегка запрокинув голову назад, глядя в небо и посапывая от удовольствия». То есть здесь автор красочно так описал весь процесс того, что человек слушал. И здесь не так была важна сама информация, сколько то, как человек ее воспринимал. То есть даже, как я уже говорил выше,
по Марсу, по Венере можно информацию, не то чтобы информацию воспринимать, либо ее выдавать, либо ее воспринимать. То есть либо ты занимаешь какую-то ведущую роль, либо роль ведомого, но в одном и втором случае может включаться первый дом. И здесь человек слушает, но как он слушает? Не просто сам факт, что он слушает, или что именно он будет слушать, а то, как он это делает. Позер, одним словом. Если человеку нечего сказать, то его акцент на первом доме быстро становится неуместным, и соответствующий эффект называется выпендриванием. Человек может самоутверждаться, рекламируя своих друзей, либо свой дом. Очень часто это особенно проскальзывает у детей, у подростков, когда «А ты знаешь, кто мой папа?» А второй говорит «А мой брат? А ты знаешь, что мой брат?» И каждый начинает хвалиться, у кого есть какие знакомые, у кого есть какие братья, или где ты живешь, или какая у твоего папы машина. В итоге, конечно, во взрослой жизни все это транслируется в то, что ты уже начинаешь, то просто был ребенок, это звучало по-детски, но во взрослой жизни это звучит, как человек говорит, а какая уже у него машина, или какой у него дом. Суть-то не сильно изменилась за этих 15-20 лет. Типичная внешняя ситуация первого дома – это демонстрация силы личности, когда человек одним лишь авторитетом уверенного вида, твердого шага и мощного голоса усмиряет беснующуюся толпу. Еще более эффектно, когда то же самое делает красивая женщина с мягкими, но непреклонными манерами. То есть когда возникает такой диссонанс между хрупкостью и силой, внешняя хрупкость и внутренняя сила. То есть когда не ожидаешь от ботана, да, вот эти, возможно, вы видели ролики в интернете, когда люди, заведомо обладая определенными физическими характеристиками в каком-то виде спорта, в футболе, в баскетболе, может быть, армрестлинг, но при этом обладая внешними данными какого-то ботана, они специально со скрытой камерой создают сценки, где остальные просто прозревают и офигевают от происходящего. Когда вот как раз и происходит этот пример демонстрации своей какой-то внутренней силы наружу, которая совершенно не вяжется с внешностью. Ну, склонна это девушкам, вот, точнее, это не то, что склонная, а имеется в виду, это выглядит ярко и необычно, потому что ты не ожидаешь этого от них. Ну, а мужчины это просто взять, так сказать, нахрапом, да, когда у тебя и внешность соответственная, и когда манера поведения, голос, поза какая-то уверенная. То есть тут много, может быть, каких-то невербальных знаков, которые говорят о том, что человек будет уверенный или будет вести себя уверенно. Он себя уже так задекларировал, он уже себя поставил, а тут уже может быть целый ряд внешних атрибутов. Но внешние атрибуты у нас больше будет по льву. Так, где у нас? Первый дом вообще имеет большое отношение ко внешности человека, точнее, ее социальному восприятию. Сильный, гармоничный первый дом дает приятную внешность, точнее, впечатление от нее, с легким поражением эффектную. Очень хорошо это вяжется с этими двумя картами, имеется в виду с рыцарем жезлов, относительно того, что для человека важно то, как он выглядит, но с отсылкой к внешнему одобрению. Если бы вокруг никого не было, человек был сам один дома в течение месяца, ему этот выпендреж вообще он ему и не нужен. Ну, выпендреж, это я называю в кавычках, то есть как в позитивном, так и негативном проявлении. То есть как в хорошем смысле, когда человек хочет произвести впечатление своей внешностью. Ну а способы для этого могут быть разные. Как накачанное тело, красивый макияж у девушки, так и какие-то внешние атрибуты, машины у мальчиков, у девочек какие-то дорогие сумочки, такая же дорогая обувь, ну или те же машины в конце концов. Сильный первый дом дает человека, к мнению которого хочется прислушаться. Это естественный лидер.
На более низких уровнях, однако, человек с сильным первым домом склонен скорее активно влиять на окружающих. Значит, активно. То есть он не безличностно выразит свое мнение или продемонстрирует яркую свою личность, свой характер, а он скорее будет активно побуждать к чему-то, заставлять, указывать, требовать, настаивать, ухаживать, если там парень, девушка. То есть такие будут прям действия. Не просто слова, хотя слова тоже можно было бы назвать действием, но сказать можно по-разному. Но в любом случае это будет как сказано. На более... Мужчина с сильным первым домом, вероятно, силен или, во всяком случае, производит впечатление мощи. То есть чисто визуально. Он либо будет обладать явно физическими данными, либо визуально ты от него этого ожидаешь. Это если мы говорим о сильном первом доме. Потому что может быть первый дом гармоничный, может быть слабый, может быть сильный, может быть пораженный. Таких вот тоже 4 стадии. 4 оттенка, я бы так сказал. Женщина с сильным первым домом, скорее всего, эффектна и, возможно, любит яркие краски, макияжи и одежды. В общем, у кого какая сила. У мужчин это вот такая будет какая-то гипермускулинность, а у женщин, у девушек это будет как раз в чем ее сила? В красоте, в том, чтобы произвести впечатление. То есть это, естественно, будет уже и, как здесь написал автор, и макияж, соответствующая одежда, которая подчеркивает какие-то определенные формы, выставляя на показ то, что нужно, и скрывая то, что не нужно, умелая такая подача. Ну, а мужчина, я уже сказал, тоже сила. К человеку с сильным первым домом трудно относиться безразлично. Его обычно либо любят, либо не переносят. Либо эти состояния чередуются. Почему-то здесь вспомнил, никого не хочу обидеть, по поводу французских автомобилей. Когда-то слышал пословицу, что французский дизайн никого не оставляет равнодушным. Вы либо любите эти автомобили, либо вы их ненавидите. Но среднего не дано. С первым домом сильным происходит та же ситуация. Этих личностей к ним нельзя относиться равнодушно. То есть они тебя либо покоряют, либо они тебя заражают своей харизмой, хочется их слушать, с ними разговаривать, с ними просто быть, либо они тебя бесят, либо тебе с ними некомфортно, и ты всячески пытаешься избегать контакта с ними. Кстати, пишет автор, это может и чередоваться. Человек с сильным первым домом кармически должен широко смотреть на вещи, но совершенно не факт, что он это делает. Эти люди – форпост цивилизации, национальные герои, которых любят, боготворят, подражают и в конечном счете приносят в жертву. Что, кстати, впоследствии и случится с нашим персонажем. То есть это такие яркие личности, яркие, которые в социуме выделяются, которые могут становиться героями. Вспомним, кстати, мы одну из таких ярких личностей и в кинематографе, и в мире искусства в целом. Это Д'Артаньян, который является таким ярким воплощением рыцаря жезлов. В принципе, это все персонажи, активные, бегущие, спешащие, на фоне которых совершаются какие-то взрывы. В общем, любой экшен-блокбастер, где главный герой сразу узнается вот этим вот персонажем. Ну и, конечно, это, как правило, люди-герои. Слабый первый дом. Помните, у нас был сильный, слабый первый дом дает человека, который не бросается в глаза и не производит впечатление сильной личности. В общении он не давит на собеседника и не стремится без особых на то оснований занять место лидера, за что его могут любить в коллективе. Мужчине будет безразличен объем его бицепсов и рост. Женщина не посмотрит, какие одевает трусы и лифчик, а красить губы станет лишь для проформы. И на первый взгляд появляется совершенно противоположная личность, но никак не вяжется. Представьте такого персонажа, вы видите его на работе, это, возможно, ваш коллега, и вы знаете, что первый дом, овны, они вот такие. И как можно подумать, что у этого человека первый дом, что он овен, условно говоря, либо как-то можно его соотнести? Можно. Если соответствующие планеты находятся в первом доме, то можно. Человек тоже может быть овном, только тогда это будет слабый первый дом, слабо прокачанный, который человека заставляет уйти в себя, заставляет его подчиниться, заставляет его не высовываться.
И тогда, соответственно, мужчинам и девушкам плевать на свою внешность, и ничего из того, что мы читали о сильном доме, в них нет. Гармоничный первый дом. То был сильный, слабый, гармоничный, то есть некий такой баланс, сбалансированный еще можно сказать. Дает человека, у которого, ну понятно, да, серединка, нет проблем с самомнением и самоутверждением, по крайней мере на поверхности. Его обычно устраивает как его внешний, так и внутренний мир, а сам он очень обаятелен и обычно имеет хорошие отношения с людьми. Умеет улыбаться, если есть у него женские планеты в знаке, то умеет еще и слушать. Да? То есть, когда там присутствует Венера, то он не только умеет покорять, говорить, но может быть и внимательным, чутким собеседником. И естественно, что такой вот гармоничный первый дом, он воспринимается наиболее приятно как самим человеком, ему комфортно, он взял всего по чуть-чуть, и с сильной стороны, и с слабой стороны, то есть он умеет и проявить себя, умеет и не высовываться, послушать. И, понятное дело, такого человека сложно, наверное, сходу сразу определить, как Овна, как тому, кто относится к такому яркому рыцарю. Пораженный первый дом дает постоянную неудовлетворенность собой и сильное стремление к личному самоутверждению. Вы чувствуете разницу, да, между сильным, между слабым, гармоничным и есть пораженный. Пораженный, на первый взгляд, получается, что все то же самое, что у слабого, но есть еще ощущение недовольства. То есть все плохо, но в слабом доме все плохо, и меня это устраивает, а в пораженном все плохо, но я с этим не согласен, я буду с этим бороться, я буду вам всем тыкать и показывать, что на самом деле не такой, посмотрите, какой я замечательный и прекрасный. На низком уровне последнего означает, что человеку мало того, что он совершает великие дела, ему нужно, чтобы окружающие постоянно утверждали и провозглашали его личную роль и заслуги, а также превозносили разнообразные черты его уникальной личности, без которых все им совершенное было бы невозможно. Да, тут не важно даже степень того, насколько действительно человек может делать хорошие вещи, речь идет о том, что ему непременно нужно всех убедить в том, что он делает эти хорошие вещи, и услышать обратную реакцию. Ну ты точно, ты вообще поняла, что это я тебе подарил цветы? Ты осознаешь стоимость этого букета? Ты прикинь только на секундочку, сколько мне нужно было сделать вещей, на что мне нужно было пойти ради того, чтобы 8 марта добыть этих 7 роз. Ну, примерно как-то так. Вот так вот. Мы с вами посмотрели, что у нас скрывается за первым домом. И давайте мы теперь будем читать о том, что же у нас скрывается за описанием уже самой карты. Потому что то мы больше читали про абстрактный первый дом, абстрактный виду для карты. Не все могут согласиться и связать это, как я связываю, с рыцарем жезлов. Давайте же мы читать, что у нас писал Уэйт. Он совсем мало написал, в отличие от старших арканов. Поэтому мы будем также и читать те данные, которые такими общепринятыми являются канонами относительно рыцаря жезлов. Уэйт пишет: он показан как будто в путешествии. Вооруженный коротким жезлом, и хотя он облачен в броню, он не выполняет воинских поручений. Он проходит курганы или пирамиды, имеется на его фоне, да, вот эти курганы в виде пирамид. Движение лошади является ключом к характеру ее всадника и предполагает настроение поспешности или связанные с ним вещи. Но мы не будем так глубоко разбирать карту, ее внешний облик по Уэйту. Я думаю, что вы с ней все знакомы, и эту мерцующую лошадь, и вот это вот общее настроение такой помпезности, какой-то демонстрации своих возможностей, игра мышцами и так далее. Давайте мы с вами будем читать, что у нас вообще может идти по рыцарю жезлов. По рыцарю жезлов идет вспышка энтузиазма, вливание свежих сил, энергичность, инициатива, готовность действовать, дух первооткрывателя. То есть прям очень хорошо это вяжется, знаете, с кем? Со старшим арканом Шут. Очень похоже. Когда человек готов ринуться в бой, когда он открыт для всего нового, когда его не особо заботит, что там, условно говоря, будет завтра, вот здесь и сейчас, есть сегодня, давайте мы это сделаем до конца вечера. Его стихия – буря и натиск, импульсивность и спонтанность. Главная сила рыцаря жезлов
неукротимое желание двигаться вперед. Помните по огню? В целом стихия огня предполагает то, что эта стихия и все карты, все, в частности, персонажи, которые подпадают под эту стихию, они не будут сидеть на месте. Сидеть на месте для огня это невозможно. Вы обращали внимание, может быть, там вот персонажи в метро, там где-то в общественных местах, люди в наушниках, как они по-разному слушают музыку. То есть видно тех людей, которые, вот очень хорошо, кстати, можно было бы их отнести, ну, в таком внешнем проявлении, в «Рыцаре жезлов», когда он не может усидеть на месте. Вот он стоит, он сидит, он пританцовывает, то есть человек не может просто одеть наушники и слушать музыку. Какая бы у него внутри там сейчас не было буря эмоций, может быть, там музыка такая рубит тяжелый металл или какой-то там, наоборот, ритмичный хип-хоп, я не говорю там про классику. Нет, это люди, которые, вот он посидит там, он постоит там, или люди, которые оказываются в пробке. Когда он начинает вот искать места, где ему втиснуться, и объективно, глядя со стороны, ты понимаешь, ну, что ты далеко уехал, пробка закончилась, и ты оказался впереди меня ровно на одну машину. Но сколько было суеты, сколько было движений, сколько ты не попытался, сколько ты создал аварийных ситуаций, когда вот-вот еще чуть-чуть, и вообще весь поток встал. Но он не может по-другому, у него характер такой. У него шило в одном месте, и как бы он не хотел совладать с собой, не может. Ему надо вперед. Вот этот огонь постоянно его поджигает, заставляет его двигаться и делать какие-то новые свершения. Главная сила рыцаря жезлов – неукротимое желание двигаться вперед. Здесь налицо огромное воодушевление, пыл, энтузиазм, легкость на подъем и готовность своротить горы. Но рыцарь жезлов – это спринтер. Его не хватит надолго, в отличие от того же рыцаря пентаклей, который является марафонцем. То есть он будет медленно запрягать и будет долго ехать. Он все там с собой возьмет в запас, у него там еды хватит, и воды хватит, и внутренней энергии запала у него хватит. Всего у него хватит. Он не будет спешить, он не такой яркий и энергичный. Его, возможно, долго придется упрашивать для того, чтобы вообще двинуться. Ты что, не видишь, там пробка впереди, куда мы поедем, давай подождем до вечера и потом поедем. Или давай мы припаркуемся на обочине, поедим с тобой, послушаем музыку, а потом поедем, пробка как раз закончится. Поверь, дорогая, мы приедем раньше, чем тот рыцарь жезлов на своей Ауди. Рыцарь жезлов вносит свежую струю в самые тупиковые и тухлые дела. То есть появление такого рыцаря жезлов в раскладе всегда будет означать движение. Есть карты, которые, они сами по себе визуально динамичные, либо статичные. И то, как они визуально выглядят, и, естественно, мы знаем, как эти карты проигрываются в жизни, то есть это то, что будет говорить постоянно о движении. Естественно, если какой-то застой, то будет говорить о том, что ситуация сдвинется с места, будет прорыв, причем такой яркий, быстрый, мощный. В самом широком смысле эта карта несет весть об изменении теперешней позиции и положения. То, что я и сказал, да, то есть оно будет сдвинуто с места. У него сильная воля, он умеет побуждать, но также не особо издерживается. Он уверен в себе и знает, чего хочет. А хочет он всего и да, сразу. Рыцарь жезлов весьма независимый, харизматичный и креативный товарищ. Переменчивая и импульсивная натура. И заметьте, что вот эти черты характера рыцаря жезлов, они могут проигрываться как в позитивном, так и негативном значении. Смотря на какую ситуацию такая карта будет выпадать. Потому что импульсивность, она может быть как в хорошем смысле проявиться, если это нужно встать на защиту кого-то, у человека что-то вспылило внутри, и он просто рвет и мечет. Но также импульсивность может быть нехорошим знаком, когда ты сидишь на переговорах и нужно сохранить хладнокровность, выдержать какую-то паузу, создать покерфейс. Такой товарищ там не особо вообще поможет вам подписать выгодный контракт. Скорее вас могут выгнать после какой-то его очередной выходки. Так, что тут пропустил? Значит, он производит прекрасные впечатления, зажигает и вдохновляет, но опять же надо помнить, что это спринтер, бег на короткие дистанции. Очень часто, особенно об этом важно помнить в раскладах на взаимоотношения. В любовной магии, когда выпадает такой персонаж, можно говорить о том, что это будет очень ярко, очень интересно, очень заманчиво, замечательно, и приятно, и романтически, и страстно, и все. Но если у тебя есть
мысли о том, что это будет постоянно, забудь, это разовая вспышка, это вот так вот. Человек-праздник, но в такой узкой. Ну, чаще всего, конечно, это в большей степени обозначает человека в ситуации, чем человека в целом по жизни. То есть то, как он ведет себя в какой-то ситуации, как модель или манера поведения. Его блеска ненадолго хватит. Больше всего на свете рыцарь жезлов любит возбуждение и всплеск адреналина. Если король жезлов, он способен поднять ракету в космос, то огонь рыцаря жезлов, он может спалить полгорода по ходу новогоднего фейерверка. То есть мы понимаем разность не только целей, но и конечного продукта какого-то, финала, до завершения. В одном и другом случае это будет яркое какое-то событие, но мы понимаем, что у рыцаря это что-то такое более мелкое, а все-таки у короля жезлов это вот прям событие, это что-то такое важное будет. Однако пламя рыцаря не является пустопорожним или рассчитанным лишь на публику. Именно неудержимо гордый и пылкий рыцарь жезлов носится с такими понятиями, как честь, доблесть, благородство, слава. Сразу вспоминайте Д'Артаньяна, который вызывал всех на дуэль, честь которого нельзя было обидеть, либо задеть, сказать кривое слово в сторону его фамилии, его отца, его семейства, его возлюбленной. Он любого вызовет на дуэль. В общем, честь, доблесть, благородство – это все будет про него, про рыцаря жезлов. То есть человек, сейчас говорит, с понятиями. Он не может откреститься от них логикой, как по мечам, да, вспоминаем пробку. То есть, а зачем вообще спешить, если по статистике все, кто пытается объехать пробку, приезжают позже, чем тот, кто в ней стоит. То есть, логика не понять. Подчинить практическим соображениям, да, давай припаркуемся на обочине, мы все равно будем потом останавливаться на заправке и кушать. Давай мы сейчас поедим, пока пробка рассосется. Утопить в эмоциях, условно говоря, включить музыку, переключиться на что-то другое, такой вариант тоже не подойдет. Ибо переживают их совершенно сущностно, считая их чем-то вроде высшего долга. То есть это натура такая человека, ты ничего с этим не сделаешь. Именно жезлы побуждают вступать в неравные бои, вспоминаем 300 спартанцев, ни на шаг не отступив. Мечам подобный героизм не свойственен, и они вовсе не считают подобное поведение славным достижением. То есть зачем, если шансов нет? Зачем вступать в неравный бой, если заведомо все и так понятно? Но в том-то и дело, что непонятно, потому что история говорит о том, что вот такая вот храбрость, такой вот нахрап, такая вот какая-то отвага, бравада, которая порой граничит с безумством, как 7 самураев, да, она способна сразить врага. Тогда, когда мечи бы в этот бой и не вступали, все заведомо рассчитав, прописав, сообразив, подсчитав, скалькулировав, а жезлы просто ринутся, потому что так надо. Потому что есть понятие, есть принцип чести, доблества, какого-то равенства, братства и много других принципов, которым они будут подчинены, и только из-за этого они будут так действовать, хотя это может идти вразрез всякой логики и разума. Рыцарь жезлов скорее отвечает на вопрос «как», чем «что». Мы уже много раз об этом говорили. Внешнее это проявление очень важно. Логика может отсутствовать напрочь. По этой карте легко убедить весь мир в своих блестящих способностях. Но что мы будем делать, когда в силу вступят трудовые будни? Но это уже в таком перевернутом значении, да? Когда человек может зажечь толпу, он может, как, кстати, по жезлам, помним, у нас проходит политика, можно наобещать вот прям такого, и за тебя проголосовали, а ты потом, в принципе, я-то, если честно, не особо-то и ожидал, мне приятно, что вы меня выбрали. Вот он так себе внутренне думает. А что вообще теперь с этим делать? Я не знаю. Я был хорош там, на публике, на трибуне. Я мог вам рассказать, пообещать, зажечь, убедить. И я в это искренне верил. А что сейчас делать с этим? Когда наступают трудовые будни. Рвение и фонтан нетривиальных идей начисто разбиваются о необходимости систематически и упорно трудиться изо дня в день. Это будет по королю Пентаклей, по рыцарю Пентаклей. По рыцарю жезлов нет.
вот это вот рвение, фонтан, творческий порыв, движение, энтузиазм, героизм какой-то, он просто вот так вот об стену шмякнется какой-то бытовухи, когда вот так вот рутина сплошная. Да, почему это не совсем тот товарищ, который может вообще выпасть девушкам для длительных, благополучных, устойчивых, нормальных, стабильных отношений? Потому что это ярко, потому что он стукнется вот в такую стену нормальности, обыкновенности, надежности, ежедневности. Что нужно застилать постель, нужно готовить завтрак, отводить детей в школу, ездить в магазин за покупками. И очень быстро и след просынет вот такого рыцаря. Бунт, революции, эксперименты. Вот это пожалуйста. Он хватает партнера как ребенок новую игрушку, чтобы через минуту забросить ее в угол. То есть вот эта страсть, огонь в глазах, энтузиазм, брыжущая слюна о том, как вот, а ты видишь, как вот это вот вращается, как это работает, какой он плюшек, какой он приятный, как он пищит. Я просто влюблен, это моя любовь на все века. Но проходит буквально день-два, месяц в зависимости от ситуации, и все. И с такими же горящими глазами он хватает также новую игрушку, и также в нее искренне и страстно влюблен, позабыв о той, что было вчера. Он стремится к новым знакомствам, но гораздо больше привязан к свободе, чем к тем, с кем у него приключаются горячие интрижки. То есть для него важен сам факт того, что это происходит, чем персонаж, с которым это происходит. Соответственно, он будет постоянно искать что? Не персонажа, с которым это происходит, а чтобы вообще это происходило. Вот и все. Рыцарь жезлов любит прихвастнуть и порисоваться. Он тщеславен и самоуверен. В то же время в нем столько жизни, бесшабашности и очарования, что его трудно не любить. Более неотразимого и одновременно неподходящего партнера трудно себе представить для человека. Вот такой вот персонаж. Заметьте, насколько сильно это перекликается у нас, вот это вот «я» в этом человеке с Овном, да, с первым зодиакальным домом, то, о чем мы только что читали. Ну, понятное дело, не на высшем, не на 4 уровне прокачки, проработки, а вот на 1, 2 так точно. Во всяком случае, вот все то, что мы можем такое что-то одновременно яркое и негативное, чем мы можем восхищаться в человеке, а потом в равной степени его за это ненавидеть, насколько это сильно перекликается вот с этим персонажем, рыцарем жезлов. Давайте мы с вами тогда, прежде чем переходить к тому, как это у нас проигрывается в каких-то ключевых словах в разных сферах, мы с вами все-таки перейдем в этого нашего Иова, полководца. И я хочу, собственно, и зачитать вам те события, которые у нас указаны на карте, и буквально совсем чуть-чуть поговорить о том, каким Иовом являлся человек, и в целом, как, может быть, чуть больше раскрыть его личность, его характеристики. Хочу сказать о том, что Иов – это сын Саруи, такое вот тоже имя было, и у него были также братья, и все они служили при Давиде. И события, которые вот на этой карте происходят, и жизнь его связана с тем, как Давид восшел на престол. Напоминаю, что Давид – это у нас 2-й царь Израиля, Иуды, и Соломон – его сын. Мы уже о Соломоне несколько раз слышали в разрезе лекций наших. Так вот, он, Иов, был полководцем при Давиде. И он очень много делал для него славных сражений. Он был там, он был сям, он там дыры закрывал, он там. То есть, если мы говорим в целом об образе рыцаря жезла, вот в буквальном смысле, человека, сидящим на лошади, что здесь, который постоянно на острие ножа, на острие атаки, который рвется в бой, которого ничто не останавливает, который такой вот горячий, это вот о нем. И это в Библии прослеживается порой и косвенно, когда речь идет о том, что у него есть также братья, сыны Саруины, когда Давид неоднократно обращается, мол, типа, успокойся, не горячись, там один из сынов Саруевых, да, мол, чего вам к этому человеку, это
когда он говорит сыны Саруева, он, естественно, подразумевает, не разделяет Иоава отдельно от тех ребят, давая им общую такую характеристику, как братьям, что они, мол, выглядят одинаково, ведут себя одинаково. А это такие очень, повторюсь, горячие персонажи, которые такие вот кавказские парни, чуть что там выхватить нож, сразу в атаку, там, если надо кому-то голову отсечь, кого-то жестко наказать. Ну, в таком вот радикальном проявлении рыцарь жезлов, но тут имеется в виду сам по себе характер. Мы сейчас не говорим о том, что это диковато звучит и выглядит для нашего нынешнего времени. Для тогдашнего времени это было нормально. Я имею в виду в целом манера поведения, когда закипала внутри кровь, и человек, как тот Д'Артаньян, готов был что-то делать, готов был что-то рваться, к чему-то, что-то менять и так далее. И такие импульсивные, я бы сказал, товарищи, в частности, и тот же Иоав предстоит именно таким же. Кстати, косвенно о нем можно еще вспомнить в разрезе, когда Давид взял себе в жены Версавию, помните, жену Урии Хитиянина. И вот он как раз Иоаву и говорил тогда, чтобы он поставил вот эту Урию Хитиянина в самый там какой-то пик сражений, чтобы, в общем-то, у него не было шанса выжить. И там Иоав был вот во главе всего этого войска. Хотя мы понимаем, что если бы это была какая-то важная битва, сражение, то Давид тоже был бы там. Но он сидел у себя дома. То есть это были какие-то, возможно, такие локальные, где вполне хватало сноровки и авторитета самого Иоава, как того, кто, в общем-то, поведет за собой все войско. И не надо было ему быть здесь королем жезлов или в целом царем, полководцем, и сама по себе вот этот его статус полководца, военачальника, он очень хорошо вяжется с рыцарем. Но не просто таким рыцарем, рядовым, да? Хотя, как мы знаем, кстати, из кинематографа, что я в прошлый раз и говорил, когда разбирали мы короля жезлов, что короли жезлов, они настолько энергичны и активны, что порой их можно спутать с рыцарями жезлов. И понятное дело, что рыцаря жезлов также легко спутать с королем, потому что каждый из них может перейти какую-то грань. Разница может быть только лишь степень влияния на какую-то ситуацию, в какой-то субординации, кто кому подчиняется, и в том, кто какие цели преследует. Есть ли какая-то стратегия у человека, либо нет, либо он действует импульсивно и ситуативно. Отсутствие стратегии может выдать в человеке просто рыцаря. То есть ему сказали, что нужно делать так. Он выбрал себе какой-то определенный коридор действий и внутри этого коридора работает, не особо задумываясь о том, какие будут последствия. Ему вот сказали, он действует. Может проявить инициативу в какую-то иную сторону, тогда может стать перевернутым рыцарем, типа а-ля ослушался. Ну что ж, давайте мы тогда с вами зачитаем. Ой, закладочка. По-моему, она мне уже не нужна. Зачитаем мы, что у нас связано с этим событием. Да, еще небольшая предыстория по поводу Авессалома. Нам тоже важно здесь о нем поговорить. Авессалом – один из сыновей Давида. В юности, может быть, не в юности, в общем, какой-то период времени случилась очень неприятная ситуация, когда сестра Авессалома, Фамарь, была изнасилована другим сыном Давида, его братом сводным. И хотя Авессалом в тот момент не отомстил, я могу ошибаться, по-моему, Адония не отомстил ему и сказал Фамаре это дело не распространять, забрал ее жить к себе в дом, но он затаил злобу в своем сердце, и в какой-то момент он убил сына Давида. Давид из этого очень сильно опечалился. Авессалом был вынужден убежать, дабы кровная месть, помните, уже неоднократно я говорил о том, что жестокая была штука, которая работала в те времена в Израиле, в Иерусалиме, в Иудее очень мощно и очень сильно. То есть и он понимал, что он может погибнуть от рук своего собственного отца, он убежал в безопасное место, в те города, которые были предназначены для того, чтобы прятаться от кровной мести. Хотя вроде совершил
с какой-то стороны правое дело, отомстил за честь своей сестры. И вот, теперь мы читаем о том, что спустя какое-то количество времени наш Иоав, наш полководец, который постоянно находится рядом с Давидом, как его верный рыцарь, он замечает, что сердце царя Давида обратилось к Авессалому, то есть типа смягчился. Ну, как он замечает? Видать, какие-то были разговоры, может, Давид спросил, там, может, ты слышал то или то, и он замечает. И что он делает? Он посылает Иоав в Фикою, берет оттуда умную женщину и сказал ей: притворись плачущей и надень печальную одежду, не мажься елеем, и представься женщиной, много дней плакавшую по умершим. Мы уже с вами эту ситуацию, этот случай читали, когда эта женщина приходит и украдкой у царя Давида выпрашивает прощение для его, не ее, а его собственного сына Авессалома. То есть она рассказывает историю о том, когда у нее было два единственных сына, и один против второго в поле или там где-то в огороде восстал, и один второго убил. А родственники говорят, напоседают на женщину, мол, надо теперь и второго убить, дабы отомстить за кровь этого. А она говорит царю Давиду, ну, мол, и что мне теперь делать, если я лишусь и своего единственного сына? И он, Давид, говорит, что, мол, иди домой, не печалься, я даю царский указ, даю повеление, чтобы твоего сына не трогали. И, в общем, она еще там у него это все спрашивает, выпрашивает, и он прям ей это все говорит. Замечательно. Муро такие. Я к чему? К тому, что Давид в какой-то момент понимает, что эта ситуация так сильно похожа с тем, что у него произошло и происходит с Авессаломом, который тоже является его сыном, и отомщение, с которым он ищет. И царь говорит, не с тобою ли рука Иоава и всем, что с этим связано? Ну, она говорит, мол, да, ты меня раскусил, так все это и есть. И тогда царь зовет Иоава, полководца, и говорит ему, вот, я сделал по слову твоему, пойди же, возврати отрока Авессалома. То есть мы видим, что в какой-то момент Иоав, замечая, что Давид смягчился в сердце своем относительно своего сына Авессалома, он вот такой вот хитростью, кстати, тоже такая прослеживается социальная роль, и я бы сказал, что он здесь сыграл как королева больше жезлов, нежели как рыцарь, но все же нам это раскрывает также значение самой личности Иоава. Он посылает женщину, которая таким вот хитрым путем, но хитрость это потом раскрывается, и Давид к этому всему проникается, он зовет Иоава, говорит, ну, мол, ты победил, зови теперь Авессалома. И ощущение такое, что вот прям Иоав и Авессалом два таких дружбана, ну, что он так за него печется. С чего бы казалось, да? Иоав тогда падает лицом на землю, поклонился, благословил царя и сказал, «Теперь знает раб твой, что обрел благоволение пред очами твоими, господин мой царь, так как царь сделал по слову раба своего». И встал Иоав и пошел в Гесур, призвал Авессалома в Иерусалим. Видим, что он сам пошел туда за Авессаломом. И сказал царь, «Пусть он возвратится в дом твой». Царь Давид говорит, «Пусть он возвратится в дом свой, а лица моего не видит». И пошел Авессалом в свой дом, а лица царского не видал. То есть Давид его вернул в землю, вернул в город, но не захотел с ним лично встретиться. Вот тоже такая не очень приятная ситуация. Дальше говорится такая небольшая характеристика Авессалома. Может быть, будет вам просто интересно. Авессалом, сейчас мы к нему дойдем. Не было в Израиле, во всем Израиле, мужчины столь красивого, как Авессалом. И столько хвалимого, как он, от подошвы ног до верха головы его не было у него недостатка. То есть, ну прям красавец мужчина. Когда он стриг голову свою, а он стриг ее каждый год, потому что она отягощала его, то волосы с головы его весили 200 сиклей по весу царскому. 200 сиклей, по-моему, это 2,3 килограмма веса. То есть, когда он стриг свои волосы раз в год, потому что ему тяжело было носить такую шевелюру, то веса было 2,3 кг. В общем, был очень красивый, и род его тоже был красивый. Род в смысле не род, а род. Как это, предки, потомки, сестры, дяди, тети, они были красивые все. Оставался Авессалом в Иерусалиме 2 года, а лица царского не видал.
То есть мы видим, что Иав, наш полководец, наш персонаж, все устроил таким образом, чтобы Авессалом мог вернуться в отчий дом, чтобы его царь не убил, не искал отомщения за второго сына своего. Единственное, что он не видит царя, да? Но тем не менее. Что происходит? Посылает Авессалом за Иавом. То есть он не лично пошел к нему, он что-то за ним решил послать. Чтобы послать его к царю. Но Иав не захотел прийти к нему. Он посылает его в другой раз, но он и тогда не хочет идти. И сказал Авессалом слугам своим: «Видите участок поля Иава подле моего? И у него там ячмень. Пойдите, выжгите его огнем». И вышли слуги Авессалома тот участок огнем. И встал Иав и пришел к Авессалому в дом и сказал ему: «Зачем слуги твои выжгли мой участок огнем?» И сказал Авессалом Иаву: «Вот, я посылал за тобою, говоря: приди сюда, и я пошлю тебя к царю, сказать, зачем я пришел в Гесур. Лучше было бы мне остаться там». Из Гесура. «Лучше было бы мне остаться там. Я хочу увидеть лицо царя. Если же я виноват, то убей меня». И пошел Иав к царю и пересказал это. И позвал царь Авессалома, он пришел к царю и пал лицом своим на землю пред царем и поцеловал царь Авессалома. Очень неприятная ситуация, в которой оказывается Иав. Да, с одной стороны, Авессалом несколько раз посылает к Иаву людей, тот их отфутболивает, и Авессалом, живя по соседству с Иавом, поджигает его поле. И потом он только зовет, разобраться, что делать, ты что вообще берега попутал? Что ты вообще решил поджечь мое поле? А он говорит: мол, ты не хотел меня выслушать, да, так вот в чем дело. Если я не прав, то можешь меня прямо тут и убить. Но я хочу видеть лицо своего отца, царя. Зачем вы меня сюда притащили, если я не могу его увидеть? И тогда Иав идет. Заметьте, что Иав делает, да? Он не наказал его, он не грубо ответил ему, хотя вполне мог, ведь это было повеление царя, чтобы Авессалом не видел лица Давида. Мол, я тебя прощаю, но не настолько уж прощаю, чтобы ты прям пришел ко мне, и я тебя обнял. Это было повеление царя, и Иав мог ему жестко и грубо ответить. Он занимал высокое положение в обществе и высокое положение перед лицом Давида. Мог ему грубо ответить, сказать: вообще, щенок, ты что себе там возомнил, ты кто такой? И как минимум дать ему пощечину. В Израиле так не делается, а там поражали мечом. Но нет. Видим, что после этого неприятного происшествия Иав, он как будто бы всю свою гордость, все свое «я» засунул в одно место, идет к царю. И как результат Авессалом приходит во дворец, Давид с Авессаломом целуются и друг друга прощают. Царский дом воссоединяется. Благодаря кому? Благодаря Иаву, получается. И вот здесь мы видим эту какую-то верность Иава, которую, может быть, она несколько даже не свойственна такому горячему рыцарю, полководцу, военачальнику, который был постоянно на острие атаки, который был там, куда бы его Давид не посылал, везде он был. Но это все была предыстория. Давайте мы двигаться дальше. Что же происходит после того, когда Авессалом становится прощенным, возвращенным благодаря Иаву? После сего Авессалом завел у себя колесницы и лошадей. Почему мы читаем об Авессаломе? Потому что нам вот это событие, которое изображено на карте, оно должно нам раскрыть глаза на поведение Иава. Без понимания того, кто такой Авессалом и как он себя вел, ведет, будет вести, мы не поймем Иава. Значит, после того, когда все стало замечательно и прекрасно, когда из Гесура вернулся Авессалом, прощенный, повыпендривался, Иаву поле поджег, в конце концов его Давид принимает, прощает, и Авессалом заводит себе колесницы, лошадей и 50 скороходов. И что он делает, Авессалом? Он встает каждое утро рано, становится при дороге у ворот, то есть ворот имеется в виду вход в город, по-любому там будет идти большая толпа. И когда кто-нибудь, имея тяжбу, шел к царю на суд, то Авессалом подзывал его к себе и спрашивал: «Из какого города ты?»
И когда тот отвечал из такого-то колена Израилева раб твой, тогда говорил ему Авессалом: вот, дело твое доброе и справедливое, но у царя некому тебя выслушать. И говорил Авессалом: о, если бы меня поставили судьей в этой земле, ко мне приходил бы всякий, кто имеет спор и тяжбу, и я судил бы его по правде. И когда подходил кто-нибудь поклониться ему, то он простирал руку свою и обнимал его и целовал его. Так поступал Авессалом со всяким израильтянином, приходившим на суд к царю, и вкрадывался Авессалом в сердце израильтян. Мы видим, что делает Авессалом. Авессалом поступает здесь как этот самый змей, помните, из Эдемского сада. «А правда ли, сказал Господь, что вам не велено есть ни от какого дерева в саду?» И потом, что ты, дурачок? Нет, от всех можно кушать, от одного нельзя. Ну, вот это вот хитрость такая, коварство. Да? Вот он говорит, что а что ты вообще, куда ты идешь? Ну, вот там, таким-то делом к царю. Да ну ты что, там у царя некому тебя выслушать. Ты мне поведай, я тебе помогу, расскажу. А и вообще, я тебе так сейчас, совет дам. Но если бы я был судьей у вас, что значит судьей? Царем. Они же шли за судом к царю. Если бы я был судьей у вас, то я бы по правде судил, и все было бы хорошо и замечательно у вас. И каждый, кто ему просто руку протягивал поприветствовать, он его обнимал и целовал. Мол, такой вот близкий к народу политик от крови и плоти. И, значит, по прошествии 40 лет царствования Давида Авессалом сказал царю, то есть это все происходит, параллельно он и вхож в дом царский, получается: «Пойду я и исполню обет мой, который я дал Господу в Хевроне. Ибо я, раб твой, живя в Гесуре, в Сирии, дал обет: если Господь возвратит меня в Иерусалим, то я принесу Господу жертву». И царь говорит: иди, что тебе буду держать, и он пошел. Он пошел из Иерусалима, взял с собой 200 человек, и во время жертвоприношения Авессалом послал и призвал Ахитофела, некого гилонянина, советника Давида из города Гило. И составился сильный заговор, и народ стекался и умножался около Авессалома. И пришел вестник к Давиду и сказал: сердце израильтян уклонилось на сторону Авессалома. Для чего все это было сделано? Что сделал Авессалом в отместку на доброту Давида в первую очередь, да, на поведение Иоава? А он решил под себя царство подмять. Мало того, что он вот так вот вкрадчивый урод, так сказать, политическую свою программу пропагандировал всем, он потом еще приехал в город, там на свою сторону советника Давида, некого Ахитофела призвал, собрал людей и, в общем-то, заговор составил. Заговор, чтобы пойти войском против Давида. И я не буду зачитывать все эти главы, но так и случается, и там прям восстание восстанием. То есть много людей собралось со стороны, десятки тысяч со стороны Авессалома, естественно, со стороны Давида. Со стороны Авессалома там не просто люди простые, но и также знатные люди из города, военачальники и так далее и тому подобное. И что происходит? Происходит главное сражение. Давид делит свое войско на 3 части. Одна из частей возглавляется Иоавом, нашим полководцем-военачальником. Они, значит, соединяются войском, имеется в виду, соединяются в том плане, что война начинается с войском Авессалома. Они их разбивают, те разбегаются и убегают. И, значит, был поражен народ израильский рабами Давида. Было там поражение великое в тот день, поражены 20 тысяч человек. Сражение распространилось по всей той стране, и лес погубил народа больше, чем сколько истребил меч в тот день. Имеется в виду, что география местности была неблагоприятная, и люди погибали в лесах. И встретился Авессалом с рабами Давидовыми, то есть непосредственно и Авессалом столкнулся, имеется в виду, с войском Давида. Он был на муле, Авессалом. Когда мул вбежал,
с ним под ветвью большого дуба, то Авессалом запутался волосами своими в ветвях дуба и повис между небом и землей, а Мол, бывший под ним, убежал. Вот мы, собственно, и видим на гравюре Густава Дере, вот посмотрите, мы видим висящего в ветвях дуба Авессалома и ослик, который уже не под ним, который убежал. И увидел это некто, неизвестно кто, и донес кому? Иоаву, говоря: вот, я видел Авессалома висящим на дубе. И сказал Иоав человеку, донесшему об этом: вот ты видел, зачем же ты не поверг его на землю? Я дал бы тебе 10 сиклей серебра и 1 пояс. И отвечал тот Иоаву: если бы положили на руки мои и 1000 сиклей серебра, то и тогда я не поднял бы руки на царского сына. Ибо вслух нас царь приказал тебе и Овесе и Эфею, говоря: сберегите мне отрока Авессалома. А так и было. Перед тем, когда они выступали походом, вот этих армий, разделенных на 3 части, он каждому из полководцев, в том числе и Иоаву, сказал, что вы будьте аккуратнее с моим сыном Авессаломом, оставьте его в живых. И поэтому, когда Иоав говорит, мол, а что ты вообще его не поразил, видел, что он там висит, а ты его не убил, а мне пришел об этом рассказываешь. А слуга говорит, что если бы я даже это и сделал, и ты мне дал не 10 сиклей, а 10 тысяч сиклей, то я бы не стал его делать, потому что я знаю, что ты первый бы убил меня за это, за то, что я нарушил приказание царя Давида. И Иоав сказал: нечего мне медлить с тобой. И взял в руки 3 стрелы и вонзил их в сердце Авессалома, который был еще жив на дубе. И окружили Авессалома 10 отроков, оруженосцев Иоава, и поразили и умертвили его. И затрубил Иоав трубою, и возвратились люди из погони за Израилем, ибо Иоав щадил народ. И взяли Авессалома, бросили его в лесу, в глубокую яму, набросали сверху камней и так далее и тому подобное. Не совсем приятная и печальная история, особенно печально будет и развитие, связанное со смертью Авессалома. Несмотря на то, что он... Вот почему ты, когда читаешь Библию, в одном случае написано: «И делало неугодное в очах Господа, за это Господь поразил его лютую проказую, наслал на него моавитян, наслал на него вавилонян, наслал на него сирийцев». А здесь человек реально выступал против своего отца. Секундочку. Я забыл важный момент еще прочесть. Помните вот этого персонажа? Сейчас. Персонажа, который Ахитофел некий, да, вот, который был важный человек, который вот стал служить этому Авессалому. И вот царь же убежал из города, из Иерусалима. В Иерусалиме находился, не в Иерусалиме, в общем, в том городе, где был Давид. Туда пришел его сын Авессалом с войском, то есть по большому счету он выгнал царя, выгнал отца. И ему вот некий этот Ахитофел, а Ахитофел, сейчас я прочитаю, советы же Ахитофела, которые он давал, в то время считались, как если бы кто спрашивал наставление у Бога. То есть он как пророк был. Такого был всякий совет Ахитофела, как для Давида, так и для Авессалома. А что же он ему посоветовал, Авессалому? А он ему сказал: «Войди к наложницам отца твоего, которых он оставил охранять дом свой, и услышат все израильтяне, что ты сделался ненавистным для отца твоего, и укрепятся руки всех, которые с тобою». И поставили для Авессалома палатку на кровле, и вошел Авессалом к наложницам отца своего перед глазами всего Израиля. А помните, мы с вами уже читали, когда мы говорили о Соломоне, что это значит? А это значит, что ты становишься полноправным царем и владыкой, когда ты овладеваешь женами царя, а еще в данном случае отца, то тут уже и не важно, тут в данном случае он претендовал на царство, а не на отцовство. Когда ты овладеваешь женами царя, то ты, и потом еще и завоевываешь мечом это царство, то ты становишься полноправным правителем. И, конечно, глядя на то, что хоть и повелел царь Давид оставить в живых его сына, но Иоав этого приказа ослушивается, и он убивает Авессалома.
И вот я же говорю, удивительно, почему в этом случае не написано, что делал неугодное в очах Господа Авессалома, за что Господь поразил его рукою своей через там, руку Иоава, например. Да, не написано. А в итоге, впоследствии мы знаем, что после того, когда Давид будет на смертном ложе, будет умирать, то он, и назначен уже будет царем Соломон, то он скажет Соломону, чтобы он убил Иоава. И он тогда убьет Иоава. Ну, спустя вот многие года вперед, забегая наперед, об этом скажу. Но что нам должно сказать это об Иоаве, как о человеке, и о рыцаре жезлов? А мы видим, что это и есть тот самый рыцарь жезлов, для которого важны честь, принципы, для которого важно служение своему царю. Но служение царю тогда бы он приказа не ослушался. Нет, тут скорее понимание какой-то чести, доблести и принципов. Ведь знал он, чем это может для него вылиться, когда царь сказал не убивать его сына. И в целом, когда мы смотрим на всю его жизнь, он постоянно был, вот я же говорю, на острие атаки, на острие меча, он был во всех сражениях. Он постоянно вел к победе все войска Давида, и где бы ни случалось какое сражение, он был там победителем. Горячий, импульсивный, несдержанный. В этом также проявилась его натура, но с другой стороны и человек с определенными принципами, который, может быть, Давид сам того и не подозревал, но он его защитил. Кто знает, если бы он оставил Авессалома в живых, не случилось бы нечто подобное, восстание, но спустя год-два, когда Давид бы, например, стал слабым. И стал бы ли тогда Соломон вообще царем? Неизвестно. Здесь мы видим, что, да, ослушался приказа, был горячим, был, может быть, несколько непоследовательным, но верен своим принципам в виде какого-то благородства в своих поступках, желая защитить Давида, как он это делал, в общем-то, всегда, во все времена. Я уверен, что о ситуации с Урием Хиттиянином он тоже знал, был в курсе, и там тоже защищал своего царя. Давайте мы с вами посмотрим теперь на значения, которые у нас могут проигрываться по этой карте. Если мы говорим о жезлах, это у нас сфера будет работы, карьера, то здесь можно говорить о самоутверждении, то есть когда какой-то человек устроился на работу, и выпадает такая карта, как на будущего, скажем, работника, сотрудника, наемное лицо, или когда, может быть, речь идет о каком-то новом проекте. Это может говорить о самоутверждении, об активности. Помним, что это в любом случае активная карта, решительных действий. Вспоминаем Авессалома, который вот в этой же сцене, да, содержится что? Что он немедля, мол, что мне до тебя, да, до твоих разговоров, бросает этого человека, который ему это все рассказывает, почему он не поразил Авессалома, сам бросается туда и поражает его. Мотивированность, если мы говорим о работе, но также может быть и выгорание. Почему выгорание? Это уже в таком перевернутом значении, потому что быстро человек стартует, быстро набирает обороты, но также быстро может и выгореть, перегореть. Может также обозначать фальшстарт, то есть когда человек уж очень рванулся, быстро в бой, да? Раньше, чем надо. Поспешил позвонить клиенту или развязать какую-то ситуацию, дело, как чего то не касалось в плане работы. Может говорить также о том, что сдулся человек, тут как синоним, да, выгорался, сдулся, напортачил, обозначает также рвение, достижение каких-то новых уровней, новых высот, но в перевернутом значении может говорить также о погоне за двумя зайцами, то есть что человек и туда, и туда, и туда распыляется, ничего не доводит до конца, по верхам, и в итоге в перевернутом значении, да, это будет такая вот мнимая какая-то активность, горцевание на лошади, какая-то бравада, суета, движение, а выхлопа вообще никакого. Если мы говорим о кубках, это у нас сфера уже личных взаимоотношений, чаще всего это любовные между мужчиной и женщиной, в разной степени проявлений и степени взаимоотношений между ними. Авантюризм по этой карте может проходить,
Авантюризм, то есть нечто... Я почему-то вспомнил анекдот. Дорогие мужчины, с годами вы утратили чувство авантюризма. А почему бы вам ночью не достать вещи своей девушки, да не пригладить их утюгом с распаривателем, не растянуть их, чтобы утром, когда она встанет, начнет их мерить и будет думать: ой, как я похудела. Вот это вот авантюризм. Страсть, ну, в прямом, да, таком значении, секс, сексуальные отношения, страстные отношения, то есть когда вот просто срывает крышу, игра мышцами, то есть это уже то, что может проявляться там в момент ухаживания. Чаще всего, кстати, рыцарь жезлов это и говорит о каком-то таком конфетно-букетном периоде, в его самом ярком проявлении. Когда человек пришел, увидел, победил, когда он просто ярко нарисовался, появился. Поэтому отсюда всевозможные вот эти вот ролики из Инстаграма, там, когда опускается стекло какой-то дорогой машины, и какой-то мальчик кричит: девушка, вашей маме взять не надо, ну и так далее и тому подобное. То есть вот это вот игра мышцами. Показуха в негативном значении по этой карте, оно тут очень рядом, да, где игра мышцами, где показуха. То есть можно прям так уже заиграться, что перейти эту границу. Инстинкты, ну, инстинкты имеются в виду такие животные, то есть когда просто захлестывает страсть, не можешь себя контролировать, либо ситуация неконтролируемая, если это не говорит о каком-то человеке, а в целом о том, как будет выглядеть ситуация. Взять нахрапом, то есть когда напористость просто бьет через край, когда человек не видит никаких препятствий, видит только цель, идет к ней напролом. И тут уже прямо и говорит о беспардонности, то есть когда, может быть, девушка и не хочет, и не ожидает такого, и ей это неприятно, а это уже не остановить. Напор — это то же самое, роман бурный, яркий, красочный, курортный, что-то такое ничему не обязывающее, но очень яркое, запоминающееся и скоротечное. Непостоянство, безответственность и нетерпеливость. Да, вот такие вот три слова, в чем-то они синонимичны, в данном персонаже могут найти свое отражение. Если мы говорим в сфере пентаклей, это у нас будет самообращение с деньгами, с недвижимостью. Понятно, что, давайте так, вот эти значения, они, я уже неоднократно говорил, это так, не то чтобы слова-подсказки или то, на что следует обращать внимание как единственное правильно, это скорее так, для расширения картины. Главное, на что нужно обращать внимание, это в целом, как вы восприняли эту карту. Что вы услышали об Иове? Вспоминайте, если вам так удобнее привязаться к зодиакальному первому дому, что там проигрывается. Вот это движение вперед, импульсивность, рвение, покорение новых высот, идти напролом, в чем-то, может быть, ослушаться там, царского указа, приказа, сделать по-своему. И, соответственно, выпадает такая карта в сфере, там, а стоит мне покупать дом или нет, вкладывать деньги в недвижимость или нет, продавать машину сейчас или позже. И выпадают такие карты в зависимости от того, в прямом назначении, в перевернутом, кто как пользуется, и какие соседние карты, вы понимаете, что это. Но в любом случае это будет говорить о каком-то движении, какой-то быстроте. Вопрос в том, это будет для вопрошающего хорошо или плохо, то есть в какую сторону это будет двигаться. Поспешность какая-то будет в действиях, либо наоборот промедление, потому что в перевернутом может обозначать как поспешность, так и наоборот, но задерживание ситуации. В общем, пентакли. Это речь идет о переменах. Если был какой-то застой, то будет прорыв, будет движение. В перевернутом значении может быть и наоборот, как остановка какая-то. Новые варианты, какие-то новые возможности, новые варианты, новые горизонты. Быстрые деньги. Если встает вопрос, условно говоря, какая-то конкретная ситуация, где взять деньги, как их одолжить, взять в кредит и т.д. и т.п. В общем, речь идет о чем-то быстром, о том, что можно либо там, или как я верну деньги, да, верну быстро, может быть так, или о том, что это какие-то деньги, то есть не длительные кредиты, это какой-то займ, что-то под залог, то, что ты завтра вернешь, тебе отдадут. Вот такое что-то, да, быстрые деньги, либо какой-то быстрый доход, быстрая возможность получить те самые деньги. Также означает и деньги в долг,
И игра в короткую, то есть не в долгую, а в короткую, но это такие слова синонимы больше степени. По мечам эта серия у нас будет саморазвитие, стихия воздух. Опять же, это само собой и движение к новому. Тут у нас будет также желание и воля, как то, что у нас скрыто в огне. Кстати, по-моему, в этот раз не говорил, но напоминаю, что в рыцаре, в целом все рыцари, это у нас будет стихия воздух. Если все в целом короли, это у нас стихия огонь, это жезлы, то все рыцари это воздух. И отсюда и вот такая вот ветреность какая-то у рыцаря появляется. Хоть он и огненный, страсть, желание, благородство и все, но огонь, раздуваемый ветром. То есть такое вот его туда-туда видели, да, когда вот это пламя горит не просто вверх таким мощным костром, а когда дует еще ветер сбоку мощный, такой порывистый. Пламя то туда метнулось. Его много, оно везде, оно там обожгло, там не нагрело, а там холодно. Значит, желание и воля по саморазвитию, по действиям прямым. Нетерпимость, может быть, то есть, когда у человека вспыхивает там какое-то ощущение чувства благородства, либо наоборот, нежелание мириться с чем-то, да, вот как в случае с Иоавом. Он ослушался, нетерпимость, да, пошел и убил Авессалома. Поспешность в действиях. Опрометчивость, то есть, когда не рассчитал ты свои действия. Ну, поспешность, опрометчивость очень быстро, тождественное понятие, с той лишь разницей, что поспешность это скорее обозначает то, как процесс происходит, а опрометчивость это как уже результат. Ну, условно говоря, поспешил и не попал в цель. Поиск творческого «я», то есть это могут быть какие-то метания, туда, это попробовать, эту игрушку, сегодня ту игрушку. Ну, я пример с игрушкой, но имею в виду, если в плане какого-то саморазвития, в плане поиска духовного пути, духовного развития, то это могут быть какие-то метания из стороны в сторону. Игра на публику, в общем-то, это все может во всех наших сферах проиграться. Я ее включил также и сюда. Так. Давайте мы с вами заглянем тогда в искусство, глянем, что у нас там есть. Картин не так уж и много, честно говоря, а я объясню почему. Потому что все, что связано с Иоавом, оно так или иначе пересекается с Авессаломом, то есть имеется в виду с вот его убийством. Каких-то найти интересные гравюры либо картины, которые показали бы жизнь Иоава, не показали. И как мы сами уже увидели, я вам говорил, и случай с Урием Хитиянином, и с тем, когда он вот это восстание с Авессаломом подавил, и когда до этого выступали они против Саула. То есть везде он выглядит как второстепенный персонаж, то есть событие развивается вокруг него, и он не является там прям таким главным. А здесь он является главным персонажем, потому что он именно пронзает Авессалома. Хотя вроде бы смерть Авессалома, казалось бы, да, это должно быть главным событием, но нет. Вот, кстати, эта картина, но она относится к Авессалому, она не относится к Иоаву вовсе. Это Авессалом, который убивает как раз насильника своей сестры Фамари. Ну, я включил эту картину сюда в начале, когда думал, что мы все-таки будем с вами рассматривать Авессалома. Когда я понял, что нет, оставил я так, для общего восприятия. Вот такая вот цветная раскрашенная гравюра, где мы видим Авессалома, который пронзает, Иоава пронзает Авессалома, который висит на дереве, в волосах он запутался. Там же мы видим слуг, ну такая вот гравюра цветная. Вот такая вот из древней какой-то книги. Все то же самое. Ничего нового. Видно лошадку. Кстати, все рисуют лошадей. Только из всех доступных картин изображений только Гюстав де Рей изобразил ослика, так как в Библии и написано. Вот красивая картина. Тоже видно лошадь, убежавшую из-под ног Авессалома. И видим два уже вонзенных копья в тело Авессалома, брошенное Иоавом. И третий он собирается также бросить. Но здесь прямо изображено в целом сражение. Не отдельная какая-то
сцена, которую мы прочитали в Библии, как уже постфактум, после сражения, а именно такой прям бурный процесс. Ну, это мы уже много раз с вами видели. Вот такая страничка из какой-то книги. Неизвестный автор, около 1400-1410 года. Книга Рудольфа фон Эмса, написанная еще раньше, 1200-1254 года. И здесь мы тоже видим Авессалома и ослика, кстати, здесь мы видим. Это ослик, это не лошадка. Это видно по большим ушам и маленькому размерчику. И видим и Авессалома, который висит беспомощно. И вот пришел Иоав, собираясь его поразить. Большая красивая гравюра. 1613 год. Иоав убивает Авессалома. Антонио Темпеста, Италия. Видно, здесь тоже такое сражение происходит, много людей, разноплановость самой гравюры. Авессалом, тут же повисший на дереве, и как будто бы его преследует Иоав, моментально поражая его копьем. Так, ну вот и все, что есть по живописи, по картинам. И давайте мы с вами тогда переместимся в интересное. В интересном. Фильм называется «Эрин Брокович». И хотя мы сегодня с вами говорили о Авессаломе, мы говорили с вами о рыцаре жезлов, об Иоаве и о рыцаре жезлов, но в нашем современном мире этими самыми рыцарями могут быть и девушки. И по моему скромному убеждению, именно это Эрин Брокович, которая сыграла Джулия Робертс, за роль которой, кстати, за свою роль она получила Оскар в том далеком 2000 году. И она как раз, в целом, понятное дело, что в разных ситуациях она могла быть и королевой, могла быть пажом, могла быть королем тем же, когда она контролировала целую ситуацию. Но в целом, я бы так ее характеризовал, во-первых, жезловой это явно, и, скорее всего, рыцарем. Потому что она так или иначе действовала в рамках какого-то поручения, хоть и проявляла инициативу совершенно свою, но она действовала в рамках определенного дела. Опять же, она была наемным сотрудником, наемным лицом. В общем, давайте так, чтобы я не рассказывал этот весь фильм в разрезе «Рыцаря жезлов». Если вы его не смотрели, то посмотрите. Если смотрели, то можете просто вспомнить и так в голове мысленно прокрутить. Для тех, кто вообще о нем не слышал, не видел, вкратце зачитаю, что фильм основан на реальной истории правозащитницы Эрин Брокович, которая боролась против корпорации Pacific Gas and Electric Company. Это действие в США происходит. Энергичная, импульсивная и эмоциональная до грубости красотка Эрин Брокович, бывшая мисс Уичито, а теперь дважды разведенная мать 3 детей, ищет работу. И вспоминаем мы с вами, когда читали о зодиакальном первом доме, потом мы когда читали о характеристиках рыцаря жезлов, как там важно, чтобы человек по этому дому, зодиакальному, он заявляет о себе посредством своего внешнего вида. То есть, если это мужчина, то такой какой-то накачанный, здоровый. Если это девушка, то это будет нечто эффектное, макияж, красивая внешность. А в ней еще и сочеталось, что порой ты в каких-то сценах ты мог ее спутать с королевой мечей. Но это как раз и была вот эта вот прокачка ее внутреннего я до уровня того, что она проявляла вот эту вот внутреннюю свою силу, которая выходила наружу не только во внешней красоте, но и в умении подать материал, то, как она себя держала, как она говорила. Да и в целом мы помним, что рыцари — это у нас воздушные персонажи, поэтому огонь и воздух в ней очень хорошо сочтены. Я не знаю, насколько авторы были осведомлены относительно, не то чтобы карта Таро, это такая смежная тема, сюда можно и знаки зодиака приплести, в целом стихии, но персонаж очень яркий получился, очень сочный, очень яркий, и если не смотрели фильм, то вот после этой лекции я рекомендую прям посмотреть.
И глядя на нее, вы будете замечать очень много моментов, когда она вот прям рыцарь, что не есть жезлов во всем. Взявшись за одно из дел без гонорара, она выходит на огромную корпорацию, вот эту самую Pacific Gas and Electric Company, которая отравляет грунтовые воды хромом. В жизни Брокович появляется милый парень Джордж, который стал за ее детьми приглядывать, а она в это все время отдавала работе. Джордж превратился в няньку. В один из дней он не выдержал и ушел. Вот такие я вам рассказываю скорее косвенные события, которые не будут спойлерить этот фильм, и они уж точно не раскроют вам в полной мере персонажа, который кроется за ней в лице рыцаря жезлов. Поэтому смело можете смотреть, я вам ничего сейчас не расскажу, такого прям сногсшибательного и прорывного. Брокович выясняет, что руководство этой корпорации давно известно о вреде шестивалентного хрома. Более того, из главного офиса в местное отделение был отдан приказ уничтожить огромное количество документов в архиве. Сюжет простой, хоть он основан на реальных событиях. Она устраивается в адвокатскую контору, где работает на самой-самой какой-то низкой работе. Условно говоря, перекладывать бумажки и вносить что-то в компьютер. Но ввиду того, что она инициативная, она вот такая рвущаяся вперед, решила поехать и выяснить то, чего она не знала. Когда начала выяснять, докопалась до того, что компания, как я уже прочитал, отравляет окружающую среду, где живут люди, вот этим каким-то опасным хромом шестивалентным, да, или как там называется, да. И дальше весь этот персонаж и весь фильм, в общем-то, и построен на игре вот этого персонажа, на личности этого рыцаря жезлов. В общем, посмотрите, рекомендую. Ну и все. Я сегодня как нельзя оказался краток, как нельзя, или как можно. Надеюсь, что было интересно. Мы смогли раскрыть эту карту с разных сторон. Что у нас там было, кстати, в начале? Давайте мы глянем. Кто такой рыцарь жезлов? Да, мы с вами поговорили, мы выяснили, мы посмотрели, что это у нас первый зодиакальный дом, это Овен. Что туда относится? В большей степени я, потом вынесение отделения я и внешнего мира, и дальше прокачка своего я на несколько там каких-то слоев разделения, что разные могут быть маски, по-разному проигрываться, но всегда это будет разработка своего «я» с окружением на то, как тебя воспримет социум. Зодиакальный дом, да, я уже сказал. История Иова, мы об этом поговорили. Что общего Иова и рыцаря жезлов? Ну, не буду сейчас заострять внимание, в принципе, мы неоднократно к этому возвращались, обсуждали и видели, как это перекликается. Что сама позиция в целом по жизни у Иова, она таковой и выглядит, что он именно тот самый король, правая рука, можно сказать, царя Давида, рыцарь, правая рука царя Давида. Почему именно он выбран на роль рыцаря жезлов? Ну, я тут говорил, что не будем ставить под сомнение Лос Карабео компанию, что они выбрали именно этого персонажа. Но, в принципе, а почему бы нет? А кого еще? Выбрать было бы самого царя Давида? Ну, нет, он все-таки больше тактик и стратег. И его и можно было бы поставить на роль короля жезлов, но точно не рыцаря. Хотя он такой рвущийся в бой, и пока был молодым, то он также в этих всех сражениях и участвовал. Но там уж очень много у него всяких подковерных игр в Библии раскрыто, поэтому нет. Вот и Иов отлично подходит. Искусство интересное в виде фильмов мы с вами посмотрели. Ну что ж, на этом все. Спасибо вам большое, что смотрели и смотрите дальше. Всего вам хорошего и до свидания.